Итак, показываю еще один способ, как построить такую юбочку. Для начала мы должны с вами прорисовать вертикальную и горизонтальную линии. Это начальная линия талии у нас будет. Пока прорисовываем произвольные линии. У меня небольшой лист бумаги, поэтому я буду практически на весь лист рисовать. Далее мы с вами измеряем обхват бедер, прибавляем нужные прибавки. Я уже говорила, что самая оптимальная прибавка для юбочки это 2 сантиметра. Значит, 2 сантиметра я прибавляю к обхвату бедер и 2 сантиметра к обхвату талии. Но для начала мы с вами найдем линию бедер. Я имею в виду ширину сетки, да, мы измеряем по бедрам. Значит, у меня обхват бедер 90 сантиметров. Я прибавляю 2 сантиметра на свободу к общему обхвату бедер и делю на 4. Сразу делю на 4, чтобы потом еще раз не делить. 92 разделить на 4 получается 23 сантиметра. Вот так вот произвольно я отмеряю от линии вертикальной 23 сантиметра. Ставлю метку. От этой метки еще раз отмеряю 23 сантиметра, ставлю метку. Для контроля, так как у меня лист чистый, без каких-то линий, я отмеряю еще раз, вот у меня 46 или 23 и 23, да, ну получается, понятно, да, что 23 плюс 23, 46. И через эти линии я прорисовываю вот так линию, это у меня будет, эта линия делит у меня спинку и переднюю половинку, или правильно сказать, заднюю и переднюю половинку. А это у меня линия будет центр полочки. Это линия центр спины, это линия центр полочки. Ну понятно, да? Это у меня середина. Итак, начнем. Значит, для начала мы с вами определяемся с высотой бедер. У меня это 18 сантиметров. И опять же для контроля с другой стороны и на всякий случай посерединке. Линеечка у меня маленькая, чтобы не ошибиться. Вот так я прорисовываю линию вертикальную, то есть горизонтальную. Это у меня линия бедер, напишем. А это у нас начальная линия талии. То есть она у нас будет меняться, эта линия. Значит, это у нас полочка, это спинка. Или передняя половинка, да, перед, лучше написать перед, это спинка, ну пусть будет спинка. Теперь мы с вами от линии талии, начальной линии талии, по центру полочки вниз отмеряем 5 сантиметров. Вот они у меня 5 сантиметров. Ничего не выдумываю, ничего не высчитываю. Вот так от этой точки, вот сюда вот в угол по спинке к линии талии я прорисовываю прямую линию. Теперь мы с вами находим разницу между обхватом бедер и обхватом талии и сразу делим пополам. Значит, у меня 90 сантиметров обхват бедер, 58 сантиметров талия. Делим, отнимаем, получаем 32, делим пополам, получаем 16. Запишу эту цифру 16 сантиметров. Значит, от 16 сантиметров 1/10 я убираю от центра спины. У меня получается 1,5 сантиметра, ну 1,6, да, приблизительно 1,5 сантиметра. И эту точку я соединяю, вот так веду к линии бедер. То есть вот это мы уже с вами будем отрезать. У нас получится центр спины уже со швом, то есть она будет не прямая, не со сгибом. Далее, от 16 сантиметров мы сразу отнимаем 1,6. Ну, чтобы округлить, давайте отнимем 1,5, то есть 1,5 сантиметра я убрала отсюда, и получается у нас остается 14 сантиметров. Далее от этих 14 сантиметров я 40% умножаем на 40%, я буду откладывать по боковым линиям. 40% от 14 получается 5,2. Ну, давайте возьмем 5 и по 2,5 сантиметра уберем в одну сторону от бокового среза и в другую 2,5 сантиметра. 2,5 и 2,5. То есть отнимаем 5. То есть от 14 отнимаем 5 и остается у нас 9 сантиметров. Так, эти точки я соединяю к линии бедер вот так, к центральной линии, да, к боковой.
Теперь, смотрите, нам нужно их выровнять обязательно. Я измеряю, вот эта вот линия у нас по переду, она у нас будет меньше, чем вот эта. И я измеряю именно ее. Так, я измеряю вот так вот, помогаю себе пальчиком. Вот так. Вывожу, выравниваю эти линии. И получается линия талии по спинке у нас опускается чуть ниже. Выровняли. Теперь у нас остается 9 сантиметров. Я хочу, чтобы у меня была спинка и полочка по ширине одинаковая. Поэтому, если я здесь убрала 1,5 сантиметра, то есть от спинки, значит, вот здесь именно по боковой линии переда я убираю тоже 1,5 сантиметра. Вот так. То есть у меня получается боковая линия еще смещается, да? Опять же, мы должны ее измерить и сравнить. Она у нас остается на месте. Тут, в принципе, небольшая разница. Значит, вот эта линия у нас уже не нужна. Теперь мы выровняли ширину спинки и полочки по линии талии. Убрали от 9 сантиметров еще 1,5. И осталось у нас 7,5 сантиметров. Мы их смело делим пополам. Получаем, значит, 3,75. И здесь 3,75 мы должны убрать выточки. Значит, для того, чтобы найти выточку, нам необходимо разделить уже новую линию талии, то есть ширину вот эту, да, вот эту длину, разделить пополам. У меня это 19 сантиметров, значит, 9,5 здесь будет, здесь тоже 19 сантиметров и 9,5, вот она у нас выточка. Вот мы нашли с вами центр выточки. Далее 3,75 и 3,75. Нам необходимо 3,75 разделить на 2, потому что две стороны выточки. Я получаю примерно 1,87, ну вот примерно, да, 1,8 я возьму. 1,8 в одну сторону, 1,8 в другую сторону. То же самое здесь. 1,8 в одну сторону от центра, 1,8 в другую сторону от центра. И теперь смотрите, я от новой линии талии вот так под прямым углом линеечку ставлю, да, и вот он у меня будет центр выточки, центр. То же самое здесь я делаю. По первой линии, то есть вот она, вот эта, которая прямая, к ней я прикладываю свою линеечку и под прямым углом вывожу до линии бедер пунктирную линию, то есть нашли центр выточки. Теперь вот так, вот к этой точке и к этой точке, где у нас эта линия пересекается с линией бедер, мы с вами прорисовываем раствор выточки, стороны нашей выточки. И по переду, и по спинке. Далее мы с вами от вершины выточки и по спинке, и по полочке мы с вами параллельную линию центра спины вот так проводим вниз линию. Опять же от вершины выточки. И параллельно середине переда также проводим вниз линию. Разрезаем. Теперь, в принципе, мы можем вырезать вот так, вырезать по контуру юбочку. Это у нас будет центр, то есть здесь у нас будет сгиб переда. Мы можем написать сгиб, перед написан. Здесь у нас будет шов, центральный шов. Так, мы вырезаем с вами тоже по контуру центр спинки. Мы вырезаем уже выточку вот эту, да. Смотрите, здесь у нас получается приблизительно прямой угол. И здесь у нас получается приблизительно прямой угол. Все это выровняется уже при раскрое на ткани. То есть сейчас мы это все не выравниваем. Кстати, вот эти линии у нас сойдутся, когда мы будем их сдвигать, потому что мы нашли с вами центр выточки под прямым углом. Именно поэтому они у нас сойдутся. Здесь мы с вами выровняли, да, вот эти линии, поэтому я вырезаю вот так. Вот так вырезала по линии талии. Теперь вырезаю, смотрите, я вырезаю по одной стороне боковую линию по спинке. Далее, уже по новой линии, где я откладывала 1,5 сантиметра, да, боковую линию полочки вырезаю. Теперь я разрезаю вот эту линию по спинке. Разрезаю сразу по одной стороне выточки.
Так, то же самое я делаю по полочке. Разрезаю по этой нарисованной линии и по одной стороне выточки. А теперь совмещаю эти выточки. Раствор выточки вот так совмещаю вместе, склеиваю. И здесь также склеиваю выточку. И у нас, смотрите, получается, вот так мы с вами будем сшивать. Вот так у нас, получается, сошьется боковая линия. У нас очень красивая, достаточно плавная линия талии. Мы можем ее, кстати, измерить сейчас, вы можете ее проверить. Она у нас должна соответствовать обхвату талии плюс 2 сантиметра, деленное на 2. Так. У меня небольшие погрешности, потому что очень толстый фломастер. То есть из-за этого, возможно, у меня тут 30,5 сантиметров. И линию бедер мы можем тоже с вами сверить. У меня должно быть 46 сантиметров. Все сошлось, все идеально, поэтому можно выкраивать на ткани. Какой способ для вас кажется более удобным, каким способом вы будете строить эту выкройку, выбирать, конечно же, вам. Вы выбираете способ построения юбки, а мы переходим к раскрою на ткани.